Коллеги, всем большой привет! Вы на канале Давай Запишем, с вами Александр. Сегодня мы завершаем обзор микшеров линейки MQ от компании ProL и делаем это в присутствии долгожданной модели MQ10FX. Поехали! Достаточно долго пришлось нам ждать этой модели, в отличие от ее собратьев MQ6, 6FX, 12 и 16 USB, обзоры на которые у нас уже давно вышли в свет. И именно там я как раз таки и упоминал о том, что десятка в этой линейке оказалась самым популярным пультом. И чтобы ее приобрести, надо маленько подождать. Ну вот, подождали, приобрели, давайте изучать. И прежде всего о популярности этого изделия. Никаких тайн здесь нет, все предельно понятно и очевидно. Если 6-канальные модели были созданы для каких-то совсем простых задач, а микшеры с 12 и 16 каналами для какой-то уже более серьезной работы, типа концертных площадок определенного уровня, то MQ10FX это универсальный вариант, который годится и для репетиционных баз, и для малых концертных площадок, и для каких-то кавер-групп, для работы в ресторанах и кафе, мероприятий на выезде, ну и так далее. И действительно, количество каналов, как видим здесь, оптимальное для работы тех же малых музыкальных коллективов. Процессор эффектов присутствует, что снимает головную боль по дополнительному внешнему оборудованию. Компрессоры на первых двух микрофонных каналах есть. Опция далеко не лишняя. Но давайте обо всем по порядку. Микрофонных каналов здесь 4. Все с фантомным питанием. Первые два имеют срез низких частот на 75 Гц. Хороший запас усиления. Компрессор, 3 полосы эквализации, управление эффектом, панорамой и, собственно, громкостью. Давайте сразу покрутим, понажимаем, чтобы услышать, как это все работает. Начнем, пожалуй, с кнопочки среза 75 Гц. Раз, два, три, четыре, пять. Раз, два, три, четыре, пять. Заметно. Раз, два, три, четыре, пять. Раз, два, три, четыре, пять. Хорошо. Так, гейн. Ну, гейн трогать, наверное, не буду. Он так оптимально настроен на запись. Дальше компрессор слушаем. Раз, два, три, четыре, пять. Раз, два, три, четыре, пять. Ну, хорошо, прям накачивает прилично. Высокие частоты на 12 тысячах Гц мы можем взять и убрать. 15 дБ. Раз, два, три, четыре, пять. Вот это нулевая позиция. И прибавить 15 дБ. Раз, два, три, четыре, пять. Те же самые минус 15 и плюс 15 у нас на серединке. Серединка это 2500 Гц. Убираю. Раз, два, три, четыре, пять. Раз, два, три, четыре, пять. Раз, два, три, четыре, пять. Хорошо. Ну и те же минус 15 плюс 15 на низких частотах. Это 80 Гц. Убрал полностью. Раз, два, три, четыре, пять. Вот это центр. И пошел вверх. Раз, два, три, четыре, пять. Ну, в наушниках мяса много. Ручка эффектов чуть позже, сами понимаете почему. Панорама, пользуясь случаем. Налево увели. Раз, два, три, четыре, пять. Центр и направо. Раз, два, три, четыре, пять. Чудо, все работает. Следующие два канала могут быть не только микрофонными, но также и инструментальными. Плюс их еще можно использовать как стереопару для подключения тех же, к примеру, клавишных инструментов. По управлению все то же самое, за исключением компрессора. Ну, вряд ли он понадобится какой-нибудь драм-машине. Дальше. Стереоканалов здесь 2. Подключаться к ним можно как джеками, так и тюльпанами. Это удобно в том плане, что при надобности не надо городить пирамиды из переходников. Полос эквалайзера, как видите, тоже 2, вверх и низ. В большинстве случаев этого бывает достаточно. Если, конечно, используем не безнадежно убитый MP3 материал, добытый непонятно где и как. Хотя в таких случаях и наличие средней полосы вряд ли чем поможет. Дальше. С коммутацией все понятно. Педаль стоп-эффекта. Внешняя обработка. Наушники. Контрольная комната, то есть мониторы, и общий выход на 2 вариантах подключения.
Ну и остается у нас, пожалуй, самое главное, что дает этому пульту особую ценность. Это 100 пресетов 24-битного процессора эффектов. Давайте выборочно послушаем по парочке из каждой группы, чтобы понять, насколько этот блок хорош и пригоден для нашей работы. Итак, приступаем. Но прежде скажу, что здесь их 10 групп эффектов. Сейчас буду называть, будете понимать, что у нас звучит дальше. У нас, помимо всего прочего, есть кнопочка Mute, то есть если ты рядом с пультом и у тебя работает какой-то эффект, вот уже пошел эффект у нас, группа Hall с 0 по 9. Раз, два, три, четыре, пять. Hall идет, берешь, убрал и все. А если вдруг ты находишься далеко от пульта, то вышеупомянутое у нас есть гнездо FX Mute, и можно пользоваться педалью ножной. Вот в нашем случае футсвича не нашлось, нашлась педаль Sustain. Это было прикольно, интересно. Но, господа, она работает. Она работает. Вот такие вот чудеса у нас творятся. Поехали, значит так, холлы. Раз, два, три, четыре, пять. Раз, два, три, четыре, пять. С 10 по 19 у нас румы, комнаты. Раз, два, три, четыре, пять. Раз, два, три, четыре, пять. Ну так, прилично. Плейты. Раз, два, три, четыре, пять. Раз, два, три, четыре, пять. Дальше с 30 по 39 моно-дилеи. 9 дилеев, ну понятно, что будут отличаться скоростями задержки. Раз, два, три. Раз, два, три, четыре, пять. Раз, два, три, четыре, пять. Раз, два, три, четыре, пять. Далее 40-49. Стереодилей. Слушаем. Раз, два, три. Какой хороший пинг-понг. Раз, два, три, четыре, пять. 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 50-59 это у нас эффекты фленджер. Ну, понятно, здесь какую-нибудь гитару бы лучше подключить, но тем не менее. Раз, два, три, четыре, пять. Раз, два, три. Сейчас наверну немножко, чтобы слышнее было. Раз, два, три, четыре, пять. Раз, два, три, четыре, пять. Ну, что-то пытается. Дальше хорусы 60-69. Раз, два, три, четыре, пять. Раз, два, три, четыре, пять. Раз, два, три, четыре, пять. 69. Раз, два, три, четыре, пять. О, это проявился наконец. Далее 70-й и в общем-то, по финалу. Это у нас идут комбинированные эффекты. Первая группа Delay плюс ревер. Раз, два, три, четыре, пять. Такой ресторанчик хороший. Раз, два, три, четыре, пять. Раз, два, три, четыре, пять. Раз, два, три, четыре, пять. Дальше фленджеры плюс реверы. Раз, два, три, четыре, пять. 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 Ну и в конце у нас с 90 по 99 это хорусы плюс реверы. Раз, два, три. Раз, два, три, четыре, пять. Давайте сразу 99. Раз, два, три, четыре, пять. Возвращаемся на 0. 0 это у нас холл. И педалью сустейна выключаем эффект. Ну что ж, товарищи, вроде все потестили, послушали. Вполне себе рабочая лошадка и вполне себе достойный конкурент многим сбежавшим от нас в угоду политике брендам. Микшер компактный, удобный, универсальный по применению. По качеству исполнения тоже никаких замечаний. С шумами все в порядке. Процессор вполне хорош, ну, в общем, на свои 27 тысяч, учитывая сегодняшние реалии, он тянет безоговорочно. Короче говоря, MQ10FX, как и все остальные микшеры этой линейки,
оставил у нас самые положительные впечатления. И здесь очень хочется повторить то, что я говорил в ролике про 12-16 USB. Без хорошего оборудования, да еще и по разумным ценам, мы с вами не останемся. И на этой оптимистичной ноте обзор наш сегодняшний закрываем. Ждем, как всегда, ваши реакции на все увиденное и услышанное. Всем спасибо за компанию и до новых встреч! До новых встреч в эфире на канале. Запишем, давай. Нет, ну вот все крутил. И 6, и 6FX, и 12 USB, и 16 USB, ну и этот. Вообще вопросов нет.